Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами сделаем расклад, как он или она относится к вам. Мы сделаем сегодня, как и в прошлый раз, 3 позиции, 3 варианта. Вы сможете выбрать ту карту, которая вам больше отзывается. Если вы смотрели мое первое видео, то вы уже знаете, что я рекомендую медленно переводить взгляд с одной карты на другую. И на той карте, на которой у вас внутри, в груди появится какое-то особенное чувство, на той и останавливайтесь карте. Это и есть ваш вариант. Ну, естественно, когда вы смотрите на карты, вы должны мысленно прокручивать вопрос про человека, о котором вы хотите узнать. Можно еще ему мысленно при этом представлять. Так, сейчас я выложу 3 сигнификатора. Они будут обозначать состояние человека, в котором он сейчас находится. Так, ну выбирайте, это первый расклад, второй, третий. Надеюсь, вы уже выбрали. Если вам не хватило времени, пожалуйста, нажмите на паузу и выберите карту. Потом нажмите проигрывание. Этим мы отложим. Первый вариант. Человек находится сейчас в паже пентаклей. Позже мы ее уточним. Сейчас я выложу карты, которые ответят нам на вопрос, как же он к вам относится. Так. Чувства. Привлекаете ли вы человека в сексуальном плане? Что ему не нравится в вас? Рассматривает ли он вас для серьезных отношений? И как он будет действовать? Так, ну на дне колоды у нас 7 чаш. А по 7 чаш тут человек о вас мечтает. Так, этим мы немножечко отодвинем. Сейчас мы с вами будем уточнять, что нам хотят сказать карты по сигнификации по пажу пентаклей. Так. Ну, тут человек хочет перемен. Вот обратите внимание, на дне колоды у меня выпала смерть. Смерть – это перемены. По пажу пентаклей. Тут, скорее всего, человек хочет возобновления с вами отношений, шанс ему хочется от вас получить на то, чтобы улучшить с вами отношения. Речь идет о королеве чаш. Я так полагаю, что в королеве чаш проходите вы. И означает десятку пентаклей. По десятке пентаклей это семейная карта. В данном случае может быть либо примирение, перемен хочет как бы на примирение, либо на восстановление семьи. Не означает паж пентаклей королеву мечей, то есть он не хочет с вами ссориться, человек, хочет именно теплых, любовных, дружеских
по королеве чаш отношения, то есть возобновление, улучшение отношений он с вами хочет. И пока что он находится в ожидательной позиции, потому что все идет к семерке пентаклей. Семерка пентаклей это именно выжидание. Человек сделал какое-то действие и теперь ждет вашей реакции. Вот таким вот образом у нас тут получается. В общем, как бы человеку хочется по пажу пентаклей восстановления с вами отношений. Возможно, по пажу пентаклей, возможно, он отправил вам сообщение, потому что паж пентаклей может быть именно сообщение означать. Но я говорю он, просто человек. Вы можете загадать как женщину, так и мужчину. Как бы это не суть важно. Так, что у нас тут? Наверное, надо все-таки по очереди. Так, на чувство тройка пентаклей. Давайте уточнять. Так я могу сказать, как бы без уточнения, скорее всего, это пока что дружеское отношение с вами, к вам. Тройка пентаклей это небольшие достижения, как бы трактовка ее. Применительно к чувствам, ну, это, скорее всего, дружеское что-то такое. Так. Ой, смотрите, аж 4 старших аркана выпало на уточнение. Для человека очень важно, а вот важны вы, потому что тут речь идет о силе. По силе, в общем-то, как бы тут получается, что есть чувство к вам, есть сексуальный интерес, есть любовное увлечение как вариант. Но поскольку как бы тройка пентаклей это небольшие достижения, то о великой любви тут пока говорить не приходится, но есть к вам чувства и очень сильные. И человек может их даже сдерживать, по силам может еще говорить о том, что человек их сдерживает. Вот. Речь не идет о башне, как бы там, поскольку мы говорим про чувства тут, по башне могут проходить как отрицательные чувства, так и сильное очень увлечение, когда говорят, что крышу снесло. Как бы речь не об этом. Речь о том, что как бы чувства у него трансформируются, от смерти это перемены, чувства у него изменяются. И еще одна карта говорит о том, что тут перемены, причем это по судьбе. Вот. Он не может ничего сделать, этими чувствами он управлять не может. Колесо фортуны об этом позаботилось. Судьба сама позаботилась. На дне колоды у меня тут двойка жезлов. По двойке жезлов, как правило, человек стоит перед выбором, у него перед ним две дороги, и он думает, по какой пойти. Ну, в данном случае картой сила тут получается, что человек пока что пытается сдерживать, контролировать свои чувства, которые еще пока не являются сильной любовью, скажем так, да, вот как бы влюбленность, скорее всего, и он думает, как давать волю этим чувствам, идти в них или не идти. Вот, как-то так. Но независимо от того, что он там хочет или не хочет, чувства у него развиваются, они дальше идут по нарастающей. Скорее всего, так. Ну, как я это вижу. Так, давайте дальше смотреть. Подвинем. Привлекаете ли вы человека в сексуальном плане? Ну, я так полагаю, что да. По пажу чаш это идет влюбленность, причем это сильное чувство. Обратите внимание, вот здесь из кубка выглядывает золотая рыбка, а золотая рыбка, она символизирует эти самые чувства. Когда идет влюбленность, очень сильные чувства, когда уже человек не может их сдерживать, они готовы выпрыгнуть, хочется их демонстрировать, говорить об этих чувствах. Вот, соответственно, в таком состоянии человек, естественно, испытывает и сексуальное влечение, как бы оно вполне себе логично. Так что да, вы его привлекаете в сексуальном плане. Или ее, если женщину загадали, если мужчина смотрит. Так, что не нравится? Ну, не нравится то, что вы довольно-таки вспыльчивы. По рыцарю мечей вы можете быть именно очень вспыльчивыми, агрессивными иногда.
Вы за словом в карман не лезете, вы всегда можете ответить прямо очень быстро и резко в лоб, что называется, ам, выдать все, что вы о человеке думаете, не особо стесняясь в выражениях. Это человеку не нравится, с одной стороны. Но с другой стороны, все равно к вам чувства есть. Рассматривает ли человек вас для серьезных отношений? Ну, однозначно да. По королю Пентаклей тут речь может идти о семье. Как минимум это может быть совместное проживание, ведение общего хозяйства, а как максимум это официальный брак. Потому что по королю Пентаклей это человек, который официально женат, ну, как правило. Ну, человек не свободный, скажем так. Если смотрит расклад мужчина, то тут получается, он смотрит на женщину, логично, да? То женщина, на которую вы смотрите, хочет, чтобы вы стали ее мужем. Если женщина смотрит у нас расклад на мужчину, тогда мужчина хочет стать вашим мужем. Вот, как-то так по этой карте выходит. Ну и что он будет делать? Ну что будет делать? Ну пока что ничего хорошего. По пажу мечей идут недопонимание, ссоры, переживания. Может быть, по пажу мечей он попытается каким-то образом прояснить ваши отношения, улучшить их, но все пойдет коряво. Потому что по пажу мечей очень часто у нас проходит именно недопонимание. В принципе, это вполне логично. Мужчины и женщины, мы совершенно из разных что называется, миров, мы совершенно по-разному мыслим, разными совершенно категориями. Женщины по чувствам. Мы когда даже пытаемся что-то рассказать, мы всегда говорим о чувствах, через чувства. Мужчины этого вообще не понимают. Они, потому что мыслят категориями совершенно иными. Они идут по разуму. Они наши конструкции, которые мы, женщины, постраиваем через чувства, они совершенно их не понимают. Но если понимают, то с большим трудом. Из-за этого очень часто между мужчинами и женщинами возникают недопонимания, даже между теми, кто друг друга любит. Ну, просто как бы мы говорим женщины об одном, мужчины почему-то это понимают совершенно по-другому. Ну и, соответственно, из-за этого возникают у нас ссоры, обиды, а, ну, и скандалы даже иногда. Вот, как-то так получается. В общем, он будет действовать с вашей точки зрения не совсем правильно, коряво, скажем так. Вот такой вот у нас расклад получился на первую позицию. Так, этого мы оставим, перевернем, чтобы не мешал, не фонил. Остальные карты убираем. Ну и по семерке чаш, которая у нас выпала на дне колоды, человек мечтает о вас, вы ему очень интересны. Он, как мы уже смотрели, он хочет улучшить с вами отношения. Вот, как-то так. Что у нас тут? Ох ты, по второй позиции у нас тут человек находится тоже в мечтах. Звезда – это мечты, это надежды какие-то. Мы ее попозже уточним. Вот сейчас мы выложим с вами карту на расклад. Как же он к вам относится? Так, извините, что карты так стучат о стол. Карты у меня ламинированные, чтобы дольше сохранялся их внешний вид. Поэтому они очень громко стучат по столу, когда пытаюсь выровнять колоду. Так, чувства. Ну, чувства влюбленные. Любит вас человек, что получается. Испытывает ли он к вам сексуальное влечение? Что не нравится? Рассматривает ли он вас для серьезных отношений? И что будет делать? Ну, вы знаете, как бы тут получается, что у нас что-то тут треугольник как-то вылез треугольник. Что не нравится? Любовный треугольник ему не нравится, потому что третья сторона по тройке мечей. Ну и вот тут, да, он любит вас, но как бы влюбленный это у нас карта выбора. В общем, давайте сейчас будем все это уточнять. Сейчас для начала
Я все-таки уточню наш сигнификатор, в какой, м, в каком состоянии человек у нас находится, загаданный. Так, да, любит вас человек. Не хватает его вам, то есть ему вас, наоборот. Не хватает ему вас. По пятерке Пентаклей им вот эта карта говорит о недостатке обычно денег, как бы недостает денег, нехватка денежных средств. Но поскольку мы смотрим сейчас, и карты тут говорят именно о любви, о мечтах, то я так понимаю, что не хватает либо общения с вами, либо вашего внимания не хватает по пятерке Пентаклей. Тут самое интересное, что, смотрите, выпали 3 карты: мир, звезда и колесница, которые говорят о том, что вы на большом расстоянии, скорее всего, друг от друга находитесь. И по большей части вы можете общаться только через интернет. Эти 3 карты означают именно общение по интернету. Вот они тут рядышком все лежат. Ну что, мечтает человек. О чем речь? О любви. По тузу чаш это любовь, чувства, видите, через край плещут, так сказать. А, Любви полная чаша. Что означает? Означает мир. По миру. По миру хочется, скорее всего, перемен, приехать к вам, приблизиться к вам, каким-то образом, написать вам, как я уже сказала, поскольку это интернет-общение может быть, улучшить отношения, как вариант, если была ссора, то, может быть, улучшить отношения. Ну, в любом случае хочется перемен, поскольку недостает человека, человеку вас, не хватает вас человеку, то хочется это все поменять, чтобы приблизиться к вам. В колеснице не означает колесницу. Приехать человек к вам не может все-таки. Хочется, но не может он приехать. А действия, как бы активные действия по колеснице, ну, пока что еще невозможно. Ну, именно действия, которые говорили бы о передвижении движении к вам, да, физическом. Ну и к чему все ведет? Все ведет к шестерке жезлов. По шестерке жезлов человек скорее всего, добьется желаемого, но это будет не скоро. Звезда это карта исполнения желаний, но желания, которые исполнятся обязательно, но они исполнятся через какой-то промежуток времени. Причем обычно это именно очень большой промежуток времени. Но человек добьется своего, да. По шестерке жезлов это карта победителя, это карта триумфа. Вот. Ну, в таком вот состоянии сейчас находится у нас человек, мужчина или женщина, без разницы, тот, на кого вы смотрите. Вот. Чувства, как я уже сказала, есть. Давайте уточним на всякий случай. И как чувства? Именно любовь есть. Чувства бывают разные, отрицательные тоже бывают. Но здесь именно любовь. Так. Ну, смотрите, опять пятерка пентаклей. Не хватает человеку вас. Никуда она у нас не уходит, эта пятерка пентаклей. Как вы видели, скорее всего, я тут уже и перетасовала, как бы, естественно, не особо там перетасовывала, но сняла колоду, и все равно из 78 карт, что называется, выпала именно пятерка пентаклей. Что тогда это означает, правда же? Так, речь идет о том, что не хватает вас, не означает дурака. Ну, тут по дураку, как бы, это не легкие чувства, это не развлечение, вы для него не развлечение, это вполне себе серьезно. Человек находится в выжидательной позиции по семерке пентаклей, тут у нас именно выжидание какое-то. Вот. Скорее всего, было вам написано какое-нибудь сообщение, какой-то намек, может быть, в каком-то сообщении что-то такое было, человеку кажется, что он что-то сделал, и теперь он ждет от вас реакции, ждет, как же вы будете дальше действовать.
Вот. И все ведет у нас к пажу чаш. Чувство, любовь, она будет развиваться, и уже человеку будет очень сложно ее сдерживать. Вполне возможно, что в своих сообщениях, в разговорах, если вы созваниваетесь, а, он будет об этом говорить, о своих чувствах. Вот, как-то так. На дне колоды у меня тут четверка жезлов, на уточнение карты влюбленных по четверке жезлов. Тут обратите внимание, два голубка друг другу навстречу летят, девушки тут радуются, как бы карта праздника, радости, счастья. В общем, как бы человеку хочется этой самой взаимной любви, радоваться жизни с вами. Вот, любит он вас. Но другое дело, что по карте влюбленным у нас все-таки идет как ни крути, выбор. И у нас тут об этом говорила карта, которая тройка мечей. Мы до нее сейчас дойдем. Так, привлекаете ли вы в сексуальном плане человека? Давайте уточнять. Паш мечей у нас тут выпал. Так. Ну и на дне колоды у меня повешен. Ой. Ну, тут как бы говорится о том, что хотелось бы перемен. По Паш мечей тут в данном случае означает у нас девятку чаш. По девятке чаш у нас легкие такие отношения, без обязательств. Секс там может присутствовать, как бы человек наслаждается жизнью, то, да, ну, скорее всего, привлекаете. Проблема тут в том, что человек не может по королю жезлов, еще об этом говорит повешенный, он не может никаким образом проявить вот это все, как бы удовлетворить свое желание. Вот по девятке чаш ему хотелось бы этого, но не может он этого сделать. Вот, для того, чтобы, это все осуществилось, нужны перемены по смерти. И еще одна карта перемен — шестерка мечей. Шестерка мечей — это тоже перемены, потому что это движение, из одной ситуации к другой в другую ситуацию, а от одного берега к другому. Это тоже перемены. То есть у нас тут 2 карты перемен. Чтобы человек, смог удовлетворить свое желание к вам, ему нужно к вам двинуться, как бы, приблизиться к вам. Вот, пока что он, скорее всего, об этом может только мечтать по девятке чаш. М, Наслаждаться, так сказать, в общем, не буду договаривать, каким образом можно наслаждаться, сами дофантазируйте. Так, не нравится. Не нравится тройка мечей. Давайте уточним. По тройке мечей у нас проходит третья сторона. Обычно это может быть любовный треугольник, но не обязательно. Иногда третьей стороной может быть все, что угодно, начиная от родителей, друзей, работы, не знаю, вот опять же, то, что вы живете друг от друга далеко, находитесь на большом друг от друга расстоянии, это тоже третья сторона. Это может не нравиться. Это та самая третья сторона, что влияет на взаимоотношения между вами, на развитие взаимоотношений. Так, давайте уточнять. Так, ну смотрите, опять тут выпал этот самый повешенный. Обратите внимание, я не вытаскиваю карты из колоды. Я всегда перетасовываю, снимаю карты и беру всегда одну за другой сверху. Ну, то есть карты сами по себе как бы таким образом сложились, и они выпали. Это не я интуитивно вытащила их, это сверху по порядку они так идут. Так, речь идет о взаимности. Те самые чувства, которые вы испытываете к этому человеку, он испытывает к вам. Карта двойка чаш именно об этом говорит. Это взаимность.
Речь не идет о какой-то там интрижке. По девятке Пентаклей у нас проходит именно любовницы очень часто проходят. Ну, если на мужчину смотрят, то любовники могут проходить, да, вот если речь о мужчине. Вот, но не об этом речь, как бы. Тут не это вообще, что не нравится. Не нравится, речь идет о детях. Третья сторона могут быть дети. Шестерка чаш. Обычно это влияние из прошлого, чего-то из прошлого. Это могут быть дети, как вариант. Карта многозначная. Это могут быть именно то, что у вас из прошлого идет, это ваша семья. Как вариант, она из прошлого, до человека, так сказать, на которого мы с вами смотрим, она появилась, поэтому она из прошлого. В семье могут быть дети, опять же. Ну, просто тут два ребенка, и очень часто эту шестерку чаш интерпретируют как детскую карту. Вот, таким вот образом. Это не нравится. Ну, человек об этом молчит, по верховной жрице он об этом не говорит, он это не озвучивает. Верховная жрица – это молчание, бездействие. Вот, повешенный говорить может о том, что, ну, никуда от этого не деться, как бы ситуация таким образом сложилась. Единственное, что можно, так сказать, либо переступить через себя, принять все как есть, и дальше развивать в таком плане, вот как у вас сложилась ситуация, либо, так сказать, висеть и ничего не делать. Вот две карты, кстати, о птичках, вот эти вот две карты, это карты бездействия, тем более, что они у нас сейчас друг друга подтверждают практически. Несмотря на то, что чувства взаимные у вас, получается. Человек вас любит, как мы видим. Вот. Что у нас? Рассматривает ли он вас для серьезных отношений? Да, однозначно. Десятка Пентаклей – это карта семейная. Вот там вот, может быть, вам на видео плохо видно, но там вдалеке дом, полная чаша, так сказать, это семейная карта, дом, семейный очаг. Он хочет с вами семьи, да, рассматривает однозначно вас для серьезных отношений, для семьи рассматривает вас. Ну вот что он будет делать? Семерка мечей, давайте уточним, очень неоднозначная карта. Она, с одной стороны, может означать обман, как во благо обман, так и измены может обозначать там. Вот, ну и еще у нее есть такое интересное значение, как надежда на исправление ситуации, на то, чтобы спасти все, что возможно, даже путем обмана. То есть надежда на восстановление отношений может проходить, ну, если поссорились, конечно. Так, давайте мы сейчас уточним ее на всякий случай, чтобы не гадать, да? Так. Ну что тут? Речь идет о том, что человек пока что ничего не может сделать. Восьмерка мечей. И причем восьмерка мечей это не выжидание, это не о... Речь идет о восьмерке мечей, но не означает семерку пентаклей. По семерке пентаклей это ожидание, выжидательная позиция. По восьмерке мечей иногда тоже может такое проходить, но не об этом речь, а о том, что человек не может к вам действовать. Это может быть связано с расстоянием большим между вами, которое вот мы тут по звезде выяснили, что оно существует. Может быть, потому что семья у кого-то есть. Мы уже видели, что у нас тут, что ему не нравится, третья сторона присутствует, из-за этой самой третьей стороны человек не может вам действовать. Ну, он так думает. Дело в том, что по восьмерке мечей человек сам для себя решает, что он не может действовать. На самом деле он может действовать, взять и пойти, поехать к вам, купить билет, что называется, прилететь и все такое. Вступить с вами в любовные отношения он тоже может. Просто из моральных соображений, из соображений, скажем так, этических, морально-этические примерно одно и то же, да, из соображений обязательств перед кем-то,
либо ваших обязательств перед другой стороной, либо если этот человек у нас не свободен, то обязательства перед его а, нынешней супругом или нынешней супругой. Вот. Чувство долга. Вот восьмерка мечей это именно невозможно действовать именно из тех обстоятельств, про которые я сейчас сказала. Вот, таким вот образом. Что она у нас означает? Двойку пентаклей. На выборе человек находится. Взвешивает один и другой пентаклик, думает, какой же ему больше нравится, какой ему больше подойдет, каким образом действовать, что выбрать. Вот. Что у нас тут идет? Все к королю жезлов. По королю жезлов, тут еще сила у меня. Ну, по королю жезлов давайте уточним, потому что может проходить и так, как бы, два варианта. Сейчас давайте уточним. Так. Ну, смотрите, опять шестерка чаш выпала. Влияние прошлого никуда не уходит, оно есть, карты опять об этом говорят. Речь о том, что, ну, кстати, вот эта карта может говорить тоже о треугольнике, что есть какая-то третья сторона, которая влияет. В подвешенной ситуации человек находится, вот, перекликаются эти карты, как бы в данном случае, по смыслу. Вот, хочет человек получить шанса, скорее всего, он все-таки начнет действовать, потому что туз жезлов это шанс, это причем действия вот эти активные подтверждаются еще другой карты, тузом мечей. Вот эти две карты, они очень схожи по своему значению. Это именно карты триумфа, карты победы, достижения желаемого. Просто вот эта вот карта более жесткая такая, это более мягкая. В данном случае как бы еще огненная тут стихия. Тут эта карта, ну, кстати говоря, и туз мечей тоже, они могут означать страсть сильную, и что человек все-таки поддастся, скорее всего, этой страсти, и он добьется желаемого, то есть вас он добьется и получит, удовлетворит свою страсть, и по тузу мечей он будет доволен результатом, потому что туз мечей это карта триумфа и удовлетворение полученным результатом. И здесь вот еще это действия, обреченные на успех по этой карте, по тузу жезлов. Ну и тут еще сила у нас говорит об этом же, как бы сила это тоже любовь, страсть. Вот. Ну и сам король жезлов тоже об этом же тоже может говорить. Вот таким вот образом. Ну, другое дело, что по семерке мечей там может быть какой-то обман небольшой присутствовать, чтобы вот это все получить. Вот, как-то так у нас тут выходит. Ну и вот на дне колоды у меня была королева Пентаклей. Это женщина несвободная, замужняя. Как вариант, это может быть не свободен человек, на которого вы смотрите, либо вы не свободны. Если оба свободны, то он хочет с вами семейной жизни, вот, чтобы, так сказать, если вы женщина, то хочет, чтобы вы стали его женой. Если смотрит мужчина, то женщина, на которую вы смотрите, хочет стать вашей женой. Вот таким вот образом у нас сегодня карты видят вашу ситуацию с отношением к вам человека загаданного. Третий вариант – маг. Человек у нас тут сам себе хозяин. Как вариант может быть свободен. Так, давайте сейчас выложим с вами карты на отношение этого человека к вам.
Так, извините, пожалуйста, карты стучат о стол так громко, потому что они ламинированные. Ламинированы они для того, чтобы защитить их рисунок от стирания, чтобы дольше они прослужили. На чувства. Чувства есть к вам, любовь есть, десятка чаш. Привлекаете ли вы в сексуальном плане десятка пентаклей? Потом будем уточнять, что не нравится. Колесница не нравится. Рассматривать ли вас для серьезных отношений? Девятка пентаклей. Как будет действовать королева мечей? На дне колоды паж мечей. Так, это мы сейчас отложим, уточним попозже. Давайте вот это пока уточним карту. Так. Речь идет о шестерке мечей. Ну, тут человек хочет каких-то перемен. Шестерка мечей – карта перемен. Движение из одной ситуации в другую, от одного берега к другому это карта перемен. Хочется человеку перемен, и по магу он готов действовать. Это карта активного действия. Человек по магу ставит перед собой цель и не видит препятствий. Он добивается желаемой цели. Не означает рыцаря мечей. Тут не о выяснении отношений, не о ссорах, не о скандалах речь. Хочется человеку, скорее всего, вам написать. По восьмерке жезлов у нас может проходить быстрое действие, и очень часто по восьмерке жезлов проходит именно сообщения в мессенджерах, быстрые такие сообщения, вот, быстрая переписка. Но все приведет к девятке мечей. По девятке мечей это страхи, переживания. Ну, причем страхи и переживания, они беспочвенные. Сам человек что-то себе придумал, и из-за этого переживает. Вот по этой карте. А причин-то, собственно говоря, объективно нет, не существует их. Это все из-за его, так сказать, бурного воображения, бурной фантазии. Вот, как-то так. Ну и на дне колоды у меня рыцарь пентаклей. Да, человек хочет действовать, да, будет, но еще не скоро. По рыцарю пентаклей это будет еще не скоро, придется подождать какое-то время. Может статься, что он будет пока разрабатывать план, стратегию, думать, как же вам написать, как это сформулировать. Рыцарь пентаклей довольно медленная карта, самая медленная в колоде. Вот, но то, что он это все-таки сделает, об этом говорит и маг, и эта карта, что да, все шансы есть. Конечно, человек может передумать, но сейчас вот как бы из-за предпосылок, которые сложились на сегодняшний день, вот ситуация будет, может развиваться именно таким образом. Это наиболее вероятный ход развития событий из предпосылок, которые сложились на сегодняшний день. Так. Вообще мы можем влиять на развитие будущего, как бы то, что нам карты говорят, это именно развитие ситуации из предпосылок, которые на сегодняшний день назрели. На следующий день предпосылки могут измениться благодаря вашим действиям, благодаря действиям этого человека и всех тех, кто на вашу ситуацию так или иначе влияет. Вот. Приведу пример. На примере яблока. Очень примитивный пример, но тем не менее очень наглядно демонстрирующий, как же мы можем влиять на развитие будущего. Так сказать, отвлечемся немножечко от расклада. Вот. Немногие просто понимают, как это может быть. Ну, очень просто. Мы купили яблоко. У нас есть выбор. Съесть его сразу, не помыв, и съесть его, придя домой, помыв яблоко. Вот если мы не дойдем до дома и сразу же его съедим грязным,
то мы имеем все шансы на то, чтобы подхватить какую-нибудь инфекцию, заболеть, оказаться в больнице. Это один ход развития ситуации. Второй вариант. Выбираем. Дошли до дома, помыли яблоко и съели. Получили пользу для организма, получили удовольствие, как бы ясно, понятно, и в том и в другом случае получили удовольствие, вкусное яблоко, да? Но здесь мы получили именно пользу для организма, полезные вещества у нас усвоились, в данном случае как бы они вышли очень быстро из-за того, что инфекцию мы подхватили. Вот, а здесь они усвоились, как бы вы здоровы совершенно, и все замечательно. То есть, как бы это второй ход развития событий. В данном случае отрицательный, в этом случае положительный. Вот, как-то так. Наглядно, я надеюсь, как бы этот пример демонстрирует, как же мы можем развивать, влиять на развитие ситуации. Мы в любой ситуации всегда находимся перед выбором: действовать, не действовать, написать, не написать, ответить, не ответить, ну и так далее. Давайте теперь уточнять чувства. Десятка чаш. Вот смотрите, еще вот две десятки чаш. Может статься, что вы не свободны. Потому что по магу человек у нас свободен. По магу человек проходит не женатый, не замужняя, если на женщину смотрим. Вот. А у вас тут вот получается аж две десятки, которые говорят, что это вы можете быть семейным, замужней, женатым. Не знаю, кто смотрит, вот поэтому озвучиваю все варианты. Ну, смотрите, чувства есть, да, есть любовь. Если смотрите на сына, на дочку, там, то да, вас любят, как маму, папу, вот, вариант. Если смотрите на человека, который не является вам родственником, скажем так, которого вы действительно любите иной любовью, да, как бы любовь именно к человеку, с которым хотите сами создать семью, вот, хотели бы создать семью, да, то здесь, да, есть к вам чувство и хочется с вами семьи. Речь идет о семерке Пентаклей, ждут именно вашего действия, что же вы решите. Вот, может быть, человек вам уже озвучивал свое желание и пока что не получил от вас ответ и ждет его. Ну, это как вариант. Не означает иерофанта. Это не платонические чувства. Как бы по иерофанту это платоническая любовь, а платонические чувства могут проходить. В данном случае нет. Но человек по отшельнику о своих чувствах к вам, ну, если он их озвучивал как вариант, да, то просто он не может их открыто демонстрировать, скажем так. Ну, как бы вам написать в сообщении это одно, а так, чтобы об этом знали все окружающие, это другое, да. Вот. Ну, человеку одиноко без вас, не хватает ему вас. По отшельнику вот как бы плохо человеку без вас. Тут еще десятка мечей у меня вот выпало, плохо человеку. Есть эта любовь, но она его мучает, потому что, ну, почему-то невозможно быть с вами. Ну, скорее всего, именно потому, что вы все-таки в семье находитесь, но не с ним или не с ней. Ну и чувство вот дальше, да, рыцарь чаш, да, любовь. Все идет опять же к любви, она будет дальше развиваться, как бы по нарастающей, по рыцарю чаш. Вот. По рыцарю чаш это такие романтические отношения, в смысле романтическая такая любовь, вот, когда бабочки в животе, такой букетно-конфетный период, скажем так.
Привлекаете ли вы человека в сексуальном плане? Ну, если человек хочет с вами семьи, я так полагаю, что да. Давайте уточним на всякий случай, конечно. Ну, что тут у нас? Ну, смотрите, карта семейная. Если смотреть на девятку жезлов, именно рассматривать с точки зрения ее масти, то девятка жезлов это огненная масть, и довольно часто ее интерпретируют именно как сильное сексуальное желание. Да. Но, опять же, девятка жезлов, когда человек от него пытается закрыться. Вот он спрятался за забором из этих самых жезлов и пытается от этого закрыться. Человек ничего не предпринимает, восьмерка пентаклей это работа, он ничего не делает для того, чтобы свое желание к вам все-таки воплотить в жизнь. Ничего он не делает. У него страхи, переживания по девятке мечей. Вот. Но опять же, как я уже говорила, не помню на какой позиции, на вашей, может быть, даже по девятке мечей, это страхи, которые человек сам себе придумал. Беспочвенные страхи. Причин для них не существует в реальности. Вот. Но тем не менее человеку очень плохо по этой карте. Это очень тяжелое состояние эмоциональное. Вот. Может статься, что думает, что никогда вас просто не сможет получить, если между вами ничего еще не было. Вот как-то так. Ну и по рыцарю Пентаклей. Рыцарь Пентаклей медленная карта. И, соответственно, к мысли о том, что это можно, так сказать, воплотить в жизнь, он будет продвигаться очень медленно. По шестерке Пентаклей хотелось бы, чтобы вы тоже как-то проявляли интерес, и эти самые ваши отношения развивались именно не однобоко, скажем так, чтобы оба человека вкладывались в отношения, чтобы оба человека стремились к этому самому вот желанию, так сказать, воплотить его в жизнь. Вот. Таким вот образом. Что не нравится? Ну, не нравится по колеснице. Давайте уточнять, многоплановая карта. Ну, что тут у нас? Речь идет о повешенном. Не означает тройку пентаклей, означает король мечей и идет все к десятке жезлов. На дне колоды король жезлов. Что не нравится? Как вариант, не нравится то, что у вас ситуация подвешенная. Подвешенная она из-за того, что вы не свободны. Тут, скорее всего, любовный треугольник. Именно из-за того, что вы замужем или женаты. Вот, как я уже говорила. И это не нравится. Вот, поскольку это, ну, скорее всего, еще можете быть на расстоянии на каком-либо. Можете пытаться как-то сами руководить ситуацией, так сказать, выставлять свои собственные условия. По колеснице человек, который выпадает по этой карте, человек именно управляющий ситуацией. Он сам всем руководит. Вот это вот положительное, это вот отрицательное, так сказать. Он всем этим заправляет, он все это держит
под контролем. Вот, и в данном случае не нравится, что вы все контролируете. Вот, это опять же может стеснять по повешенному. Я вам все варианты трактовки просто озвучиваю, потому что карты очень многогранные. Я не знаю, что именно у вас там происходит, поэтому озвучиваю все. Вот. Ну и вас очень много, кто смотрит. Так, что еще можно сказать? Чувства он свои держит под контролем по королю мечей. Ну, в смысле, вы держите под контролем, поскольку он не нравится в вас. Вот, поэтому как бы по королю мечей вы идете по разуму. Вы свои чувства контролируете, и это тоже не нравится. Опять же, вот эта карта тоже, она в данном случае перекликаются, вот эти карты, что вы свои чувства, эмоции держите под контролем и не даете им ходу. Из-за этого человеку очень сложно с вами общаться. Вот. Ну и речь идет не о тройке пентаклей, не о чем-то там таком мелком, незначительном. Это для человека очень важно. Вот. Ну и на дне колоды король жезлов, это опять же человек, который во многом с королем мечей схож, в плане того, что, ну и с этой картой, кстати, с колесницей, в плане того, что человек, который ставит цель и достигает ее. Вот. Вы в данном случае поставили цель, так сказать, контролировать себя, свои чувства, эмоции, и это вот не нравится загаданному вами человеку. Рассматривает ли он вас для серьезных отношений? Ну, тут как-то вот что-то пока не совсем, да? Давайте уточним. Ой, опять десятка жезлов. Вы видели, я картой перетасовала. И она опять сверху выпала. Так, ну для семьи пока что он вас не рассматривает, скорее всего, именно потому что вы уже в семье, вы уже императрица, вы уже замужем. Он вас пока рассматривает только для легких отношений, любовных. Вот эти вот две карты могут друг друга подтверждать в данном случае. По девятке пентаклей обычно у нас проходят молодые, незамужние девушки, любовницы часто по этой карте проходят. Вот, как-то так. Трудно это все. Речь идет о десятке жезлов. Это очень сложно человеку. Хочется перемен по смерти. Отказываться от вас по четверке чаш человек не собирается, не хочет он этого. Вот, он может себе позволить только легкие отношения с вами, именно потому что вы, как мы с вами видели вот по колеснице, все контролируете, скорее всего, не желаете уходить из семьи. Вы в семье. Императрица об этом говорит, что у вас семья, у вас все прекрасно, все замечательно, дом полная чаша, и вы всем довольны в семье. Вот, поэтому человек, загаданный вами, может позволить себе только легкие, ни к чему не обязывающие отношения с вами. Вот так здесь выходит. Ну и как он будет действовать? По королеве мечей. Так, давайте уточнять, что тут у нас с королевой мечей. О чем тут эта карта? Ну, что он будет делать? Будет отстаивать свои интересы, свою позицию по семерке жезлов.
Причем это будет делать по королеве мечей, скорее всего, довольно-таки жестко, потому что вас не хватает вас по пятерке пентаклей. Не будет человек оставаться в бездействии, он не будет закрываться, он будет все-таки активность проявлять, чтобы все-таки стать для вас значимым. Ну и получается, что к чему это ведет? Ведет все к королю Пентаклей. По королю Пентаклей человек все-таки... По королю Пентаклей человек все-таки хотел бы с вами семьи, скорее всего. Ну или как вариант стать для вас человеком, который может вам а, ну, помогать материально, как вариант. Либо, чтобы вы увидели его с другой стороны, как человека статусного, в материальном плане хорошо обеспеченного, вот, чтобы вас каким-то образом заинтересовать. Ну, чтобы, опять же, все-таки стать вашим мужем или женой, да, вот, ну, смотря на кого смотрите, да. Вот. Ну и на дне колоды суд. Суд – это возрождение. Может статься, что между вами уже была, кстати, семья. Вы расстались. К концу у нас тут такой вот поворот интересный, потому что суд – это возрождение, это восстановление. Вот если вы расстались, то получается, что человек хотел бы с вами возродить отношения, и он будет этого добиваться, потому что вас не хватает. Вот. Таким вот образом. Такое еще может быть тоже. Вот так. Ну, если как бы вы не были женаты с загаданным человеком, то по суду это очередная попытка добиться вашего внимания и вас. Вот. Таким образом. А что у нас тут было на дне колоды, когда я выкладывала карты? Паш мечей у нас был. Ссоры, недопонимание. Скорее всего, между вами что-то произошло, и это вот человека беспокоит. Скорее всего, страхи именно с этой картой могли быть связаны. Ну, вот такой вот у нас расклад получился сегодня. Подписывайтесь на мой канал. Присоединяйтесь ко мне в Телеграм. QR-код, который вы сейчас видите на экране, это ссылка на мой телеграм-канал Лунель Таро. Подписывайтесь, присоединяйтесь. Там в комментариях к любому из постов вы можете задать мне вопрос, если у вас такой возник. Всего вам хорошего, до свидания.